Когда-нибудь в Центральном музее современной истории России, что на Тверской улице, будет постоянная выставка о путинском времени. Я бы предложил включить в экспозицию такую вот фотографию. В центре комнаты стоит 67-летняя Надежда Федоровна Буянова, детский врач с 40-летним стажем. На дальнем плане раскуроченный стенной шкаф, разбросанные вещи везде, кое-где отодраны обои. Это результат погрома, который полицейские провели под видом обыска. Поводом стала жалоба другой женщины, которая привела к Надежде Буяновой на прием своего 7-летнего сына в московскую поликлинику. Ребенок недавно потерял папу, тот погиб в Украине. Мальчик был травмирован. Из-за смерти отца у него возникли странности в поведении, на которые обратила внимание педиатр. Так вот, по словам матери мальчика, на приеме Надежда Федоровна якобы заявила, что его отец был для Украины законной военной целью. Собственно, даже если бы врач действительно такое сказал, это было бы всего лишь констатацией факта. Да, конечно, неуместной во время медицинского приема, но тем не менее. Однако педиатр утверждает, что ее оговорили, что гибель отца ребенка она вообще никак не комментировала, а разговор в медкабинете шел исключительно о здоровье маленького пациента. Видео, которое записала его мать сразу после выхода из поликлиники, разошлось по сети. Вы легко его найдете, если захотите. Мы не будем здесь показывать кадры с женщиной в состоянии нервного срыва. Как не будем ее ни в чем обвинять. Это один из десятков тысяч примеров того, как жизнь человека изменилась в одночасье. Еще недавно была полная семья с мамой, папой и ребенком, с планами на жизнь и какими-то обычными житейскими проблемами. А теперь ты одинокий и опустошенный горем человек, который каждый день обязан находить силы, чтобы успокаивать ребенка. И, конечно, живые люди в состоянии такого стресса могут совершать неадекватные поступки, срываться на окружающих. Будет неправильно, если мы переключим внимание с действий силовых органов на женщину, записавшую это видео. Мы поговорим сегодня о сотрудниках бюджетной сферы, в которой работают миллионы наших сограждан. К ним относятся и врач-педиатр Буянова, и сотрудники Следственного комитета, которые инициировали уголовное дело, и полицейские, которые разгромили квартиру и поломали мебель пожилого врача. И даже суд, который хоть и не отправил врача в СИЗО, как того требовал Бастрыкин, но уже избрал для нее меру пресечения, запрет определенных действий. И будет теперь рассматривать ее дело в суде о дискредитации якобы армии. Каждый на каждого может написать жалобу в органы власти. Базово это полезная и даже необходимая функция, без которой общество существовать не может. Должна же быть у людей возможность разрешать свои конфликты без применения насилия друг к другу, без того, чтобы поджечь обидчику дом или отравить собаку. И опция такая – обратиться к государству как к беспристрастному арбитру. Однако люди разные. Они могут друг друга оговаривать по миллиону причин. И их система обязана учитывать. Но еще до войны в России существовали способы сломать другому человеку жизнь, просто нажаловавшись. Когда правосудию не нужно ни доказательств, ни экспертиз, ни следственных действий как таковых. Достаточно только слов, причем сами потерпевшие лишаются законного права забрать свои слова назад, сказать, что преступления не было. Иногда в России после развода бывшие супруги сводят друг с другом счеты, заявляя о приставании к детям. И отозвать такое заявление невозможно. Сейчас же стараниями Следственного комитета, полиции и суда может возникнуть новый универсальный способ расправиться с любым человеком и сделать его уголовником. Достаточно просто заявить, что он сказал что-то не то про так называемую специальную военную операцию в Украине. Мы не знаем реального содержания разговора между Надеждой Буяновой и женщиной с ребенком на приеме. Кроме непосредственных участников события, его не знает вообще никто. Может, в медучреждении ведутся какие-то аудиозаписи, но пока о наличии таковых ничего не известно. А вот предположить можно все, что угодно. Например, что произошло недопонимание, которое могло возникнуть запросто между пожилым врачом и двумя убитыми горем людьми. Подобная ситуация, в самом худшем случае, может быть рассмотрена какой-нибудь дисциплинарной комиссией внутри Минздрава, которая в итоге наверняка бы просто развела руками. У нас тут слово против слова, доказательств нет, а все сомнения трактуются в пользу обвиняемых. Но все же врачам следует деликатнее себя вести в ситуации, когда на приеме человек, недавно потерявший близкого. Но на ситуацию обратил внимание глава СК Бастрыкин и решил попиариться. В очередной раз возбудился. Это по его личной прихоти. Началось уголовное дело, будет суд и прошел обыск. Причем слово «обыск» здесь имеет отнюдь не словарное значение. Никто ничего не ищет, просто громят квартиру врача.
Картина моей квартиры после вчерашнего обыска из Следственного комитета. Это вот так они все перевернули вверх дном, да? Да. Кошмар. То есть, не обращая на мои просьбы более аккуратно вести себя, проводить обыск, получалось, что они как будто как умышленно это все крушили, ломали, вытряхивали, вот это все не сбрасывали. Кошмар, перевернули все вверх дном, представляете? И сколько обыск длился? Ну, я не знаю, час и дольше, а может и больше, там 1,5 или сколько это все. Вот даже если исходить из логики обвинения. Допустим, врач прокомментировала гибель мужчины на войне. Но что вы хотите отыскать у нее дома, если преступлением были слова? Вопрос не риторический, на него существует ответ. Обыск – это повод разнести жилище, разломать личные вещи, нанести человеку материальный и психологический ущерб. Если бы у Надежды Федоровны был компьютер, его бы изъяли и никогда не вернули бы. Даже если предположить сказочный вариант полного оправдания по выдвинутому обвинению, дорогостоящая электроника к тому, кто был обвинен, не вернется. И это общепринятая практика. Человек, оказавшийся в поле зрения силовиков, в любом случае пострадает. В западном кино есть распространенный сюжет. Родители мечтают, чтобы их ребенок стал врачом. Уважаемым человеком, который потом запросто и семью обеспечит, и родителей поддержит. Такой сюжет встречается не только в США, где бюджетной медицины почти не существует, но и в странах, где граждане обращаются за медпомощью в госучреждения. В цивилизованном мире словосочетание «нищий врач» или «забитый доктор» звучат примерно как горячий снег, чистая вода, оксюморон. И вообще так должно быть и у нас, в России. 7 мая 2012 года, прямо в день вступления в должность президента, Владимир Путин подписал так называемые майские указы 12 лет назад. Он лично анонсировал, что зарплата врача в России будет не менее 2 средних зарплат по региону. К примеру, согласно Федеральной службе государственной статистики по Самарской области, средняя зарплата в данном субъекте составляет сейчас 56 тысяч рублей. Значит, врач там должен получать более 112 тысяч рублей в месяц на одну ставку. Без читерства, мол, типа давайте отменим все надбавки и заставим доктора работать на несколько ставок, а в расчетной ведомости запишем, значит, 0,5 ставки. Нет, 112 с лишним тысяч с обычной рабочей недели. Это как минимум. Это содержалось в этих майских указах 12 лет назад. Но если вы врач из Самарской области, наверняка такие есть среди моих зрителей, обязательно напишите, действительно ли вы получаете 112 тысяч рублей. Четкие гарантии 12 лет назад Путин дал не только врачам, но даже среднему и младшему медперсоналу. В этом году в Архангельске и соседнем Новодвинске началась забастовка сотрудников скорой помощи, которые дома не ночуют, работают за троих и при этом все равно ни черта не зарабатывают. Зарплаты многих из них не дотягивают и до 30 тысяч. Согласно обещаниям Путина 2012 года, такого в нашей стране быть не может. Но это есть и довольно распространено. К тому же, помимо материальных стимулов и закрепленного в Конституции права на отдых, каждый работник нуждается в уважении, чтобы уважали и его самого, и его труд. Однако то, что происходило в госуправлении последние 20 лет, коснулось не только штатов, окладов и рабочих часов. Эта оптимизация привела к полному бесправию. Чиновники изводят врачей бюрократией, которая, несмотря на все достижения цифровизации, становится все больше. Фельдшер скорой помощи может поставить укол за несколько секунд, а потом сидеть и заполнять бумаги полчаса. Перед пациентами медик тоже бесправен. И речь совсем не о насущной защите прав человека, нуждающегося в медпомощи. С этим все тоже очень плохо, а в небольших городах уже плохо катастрофически. До такой ситуации, что ребенок в России может умереть от того, что ему аппендицит вовремя не прооперировали. Взрослые и дети, которым срочно нужна помощь, получить ее не могут. Но зато любой человек, пребывающий в неадекватном состоянии, что для болеющих не редкость, может из врача кровушки попить знатно, и это при активном содействии государственной машины. Надежду Буянову еще не осудили. Она даже по нынешним антиконституционным законам пока что не считается виновной. Но ее уже уволили. Не за врачебную халатность, а за реплику, без доказательств того, что она вообще была произнесена. Наказали, к слову, не только 67-летнюю женщину, но и родителей, которым сложнее теперь стало записать ребенка к педиатру. Ведь одним специалистом стало меньше, причем опытным специалистом.
Мы часто и порой справедливо ругаем врачей, равно как и учителей и силовиков, всех тех, кто получает зарплаты от государства. Но система заточена так, чтобы не давать работать тем, кто хочет помогать людям. Вот унизить под любым предлогом, оставить без денег и при этом заставить перерабатывать – это запросто. Похоронить всех бюджетников под бумажками, за которыми врачи не видят пациентов, учителя учащихся, а участковые полицейские потерпевших. Вся бюджетная сфера устроена так, чтобы выживать всякого, кто пришел заниматься делом. Чтобы нормальные люди, находясь в ней, или зверели, или увольнялись. Или постоянно чувствовали себя так, будто выполняют важную работу лишь по милости и снисхождению высочайшего начальства, которых это начальство постоянно заставляет творить какие-то мерзости. Учителей лицемерить на разговорах о важном и вкидывать бюллетени на выборах. То есть делать прямо противоположное тому, чему они должны учить детей. Следователи, у которых после помилования зэков и лавинообразного расползания по стране боевого оружия дел и так завались, эти следователи должны тратить время и шить дело педиатру пенсионного возраста. Просто потому, что так захотел Бастрыкин. Полицейские, прекрасно понимающие, что у преступницы дома нет ничего криминального, получают приказ устроить ей погром, а судья признать виновной. Есть ли выход из всего этого сложившегося положения? Как ни странно, он проще, чем кажется. Достаточно устроить своего рода флешмоб, который называется «действовать по закону». Раньше в этом ролике я упомянул забастовку врачей скорой помощи в Архангельске. Тут нужно пояснить важную деталь. Они не отказались выезжать на вызовы, а просто стали работать столько, сколько обязаны по правилам и не больше. Стали работать по закону. В этом и есть суть их забастовки. Наш канал смотрит множество учителей и директоров школ, которые на всех прошедших выборах честно считали голоса и добросовестно составляли итоговые протоколы. И вообще честно учат детей, добросовестно это делают. Я точно знаю, что наши ролики смотрят и сотрудники полиции, которые стараются честно работать на благо людей и защищать их. Ваше следование Конституции, ваша приверженность законности была важна прежде и будет очень важна совсем скоро. И не только в будущем, когда у нас будет нормальное государство, но и сейчас, например, через несколько недель во время голосования, и через несколько дней в субботу, когда жены и матери мобилизованных снова придут в полдень с гвоздиками к вечному огню. Конечно, каждый решит для себя, подойти ли к могиле неизвестного солдата вместе с протестующим. Но надеюсь, что посильную поддержку им окажут все. Все, кому поперек горла и бессрочная мобилизация, и бессрочная война, и бессрочный президент, который этот кошмар затеял. А бюджетникам, которые давно оплачивают чужие приблуды своими зарплатами, все происходящее поперек горла сильнее, чем остальным. До завтра.